Всем салют! Сегодня кратенько поговорим о битве за храмы, которая произошла, да, за алтари. Пятые алтари у нас захватили БАН, ДТВ и ДТМ. Это несколько неожиданно, так как в первую очередь они не планировали его захватывать. С самого начала они остались на своем месте, на 4-м храме. Вот они здесь стоят, где и стояли. И начали захватывать его, не претендуя на храм 5-го уровня. Но союз Лех не стал откладывать долгий ящик, как на прошлой неделе. И с самого начала пошли в атаку на союз ДТМ, да. Они их выбили там на первых минутах, там, буквально. Захватили свой храм вот этот и пошли в атаку выбивать их с 4-го. Ну, как бы ДТМ терять было нечего, в принципе, да. То есть их выбили. И они пошли, выбили Лех. Тоже сразу, да, вот видно. 3.19. Вот, как бы 3 часа начали захват, там пока убили стражи, пока то все, вот 3.19 уже выбили ДТМ, выбили Лех. После этого Лех выбили отсюда ДТМ, и ДТМ опять сели в 4-й храм. Но им опять не дали там защищаться, и они уже пришли опять в 5-й храм, выбили в 3.58. Закрепили его и больше в итоге не отдали, да, то есть 20 с лишним боев провели союзы за храм, по результатам которого храм остался у ДТМ. Вот мы видим, да, то есть любой может посмотреть эти бои. Вот. После чего произошел, наверное, разлад какой-то в планах союза Лех, и они попробовали другие храмы брать, но здесь уже ДТМ был на кураже, они их выбивали отовсюду, и Лех стали просто бегать по всем храмам, выбивать всех, пытаться где-то как-то закрепиться, обмануть, закрутить, но это сейчас так не работает, храмов много, да, но его надо 4 часа, и чтобы за 4 часа тебя где-то не заметили, ну, целый союз большой, активный, так не получается, и в результате получилось больше, что, ну, не бои за храмы произошли, да, а то, что вот у нас практически не все союзы остались без храмов, да, вот первый уровень не захвачены, второй уровень, вот два храма, да, 2 алтаря, третий уровень, 2 алтаря, 4-й уровень, 3 алтаря, да, то есть остальные все не захвачены. Лех пытались, но такого уже не было, как, например, в прошлые выходные, в прошлый четверг. Там ДТМ боролись тоже до последнего. Их били, выбили один раз за там, 20 минут до конца захвата. Они опять собрались, сели и сидели до последнего и смогли отвоевать храм. Лех не стали почему-то бороться. Возможно, не было времени, ресурсов какие-то. Может, ну, у них своя стратегия. Посмотрим. На выходных это немножко изменит расклад в чуде, да, в атаках между К15 и К16. И к чему это приведет, мы уже узнаем завтра. Да, потому что преимущество теперь на стороне ДТМ в атаках. Они могут 2 раза сходить в атаку, успеть вернуться в защиту, пока одна мобилизация от Лех дойдет до них. Соответственно, здесь у них преимущество. Они могут самыми сильными героями идти в атаку, а потом вернуться и самыми сильными героями защищаться. Тогда как Лех придется выбирать, то ли защищаться, то ли атаковать. Ну, посмотрим, как выйдут союзы из этой ситуации, как Лех выйдет из этой ситуации, сумеет ли воспользоваться данным преимуществом ДТМ. Потому что все равно это все как бы теоретически, на практике даже ходить в атаку, это нужно много времени, нужно, чтобы активные топы были в сети, которые будут снимать защиты, ставить в атаку, потом по возвращению ставить в защиту. Если же топ отправил в атаку, потом у него не получилось зайти, это уже брешь в обороне. То есть тоже есть свои плюсы, свои минусы. Ну, будем посмотреть завтра в боях на чуде. Вот. Ну, очень много союзов осталось без алтаря, да. 79-й. Нет, вот здесь. Вид, да, 98-й и 87-й, да, 2 союза принципиальных соперника. Они взяли по 4-му алтарю, им не мешали, в принципе. Вот. И будут на равных сражаться на этой неделе. Ну, именно друг с другом, имея одинаковые алтари, как и на прошлой неделе. Здесь у них не было, как сказать, пересечений. Вот Тар взяли себе алтарь 4-й, да, то есть они могут побороться за высокое место
Вот, активный союз. Ну, будем смотреть. На этом все. Всем спасибо.